Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я собираю вот такой прекрасный, вкуснейший торт «Черный лес», торт Шварцвальд, но именно в веганской его версии. Торт будет абсолютно без продуктов животного происхождения. Совершенно постный торт. Итак, что же мне для этого понадобится? Во-первых, я сделаю вот такую вишневую прослойку. Здесь у меня 500 мл компота вишневого. Я добавляю туда пакетик ванильного сахара, 50 грамм сахара. Вишневый компот у меня консервированный. И 60 грамм кукурузного крахмала. Вишневый компот у меня комнатной температуры. Я включаю такой средний огонь под ним. И при постоянном помешивании я довожу его до кипения, и буквально полминуты я его прокипячу. Здесь у меня 80 грамм свежемороженых вишен. Кислых вишен, не черешни. Больше мне здесь не нужно, иначе будет очень кисло. Смотрите по своему компоту. Вот такая форма. У меня 18 сантиметров в диаметре. Я застелила дно пищевой пленкой и снизу еще фольгой. Видите, смесь очень сильно загустела, пошли бульки, и где-то полминуты я проварила. Больше мне не нужно, потому что при кукурузном крахмале можно больше уже не варить, с картофельным подольше. И смесь готова. Готовится она буквально за пару минут. Я переливаю все это в форму. И форму я остужаю до комнатной температуры, и потом ставлю ее в холодильник и в морозилку, уже для того, чтобы из морозилки я могла ее достать и положить потом на торт. Обязательно накрываю еще горячей эту смесь пищевой пленкой в контакт, чтобы не было корочки сверху. Вот такой крем я буду использовать. Это крем на основе яблок. Очень стабильный крем. Абсолютно постный, веганский крем. Как я его готовила в предыдущем видео, я ссылку оставлю в описании к данному видео, в инфобоксе. Смотрите. Крем вкуснейший, очень подходит для этого торта. С такой легкой нежной кислинкой и очень ароматный. Также в том видео есть не постная, обычная версия этого крема на молоке. Бисквит у меня также из предыдущего видео. Мега шоколадный корж. Готовится он из самых элементарных продуктов, без яиц и без молока, без животных жиров абсолютно. Нарезаю я его вот так струной, еще в горячем виде. В подробнейшем видео все это показано. Ссылку я также на этот бисквит оставлю в инфобоксе. Вы посмотрите, какой шикарный разрез, еще горячий, из него идет пар. Как готовлю я этот бисквит, как при какой температуре я его выпекаю, все в том подробном видео. Кому интересно, проходите по ссылке и смотрите. Чем хорош этот корж, он идеально нарезается для вот таких веганских тортов. Это находка, потому что обычно такие коржи шоколадные, да и обычные без шоколада, именно постные, сильно крошатся. Этот вообще не крошится. Коржи у меня отлежались ночь в холодильнике, завернутые в пищевой пленке. Я их достала и начинаю собирать торт вот с этим кремом на основе яблок. Здесь слой крема я наношу не более 5 миллиметров, чтобы не было у меня как бы такого вкуса очень кремового. Мне хочется именно, чтобы у меня прослойка была. Меня не устроила эта подложка. И смотрите, я этот корж уже вместе с кремом переношу на более устойчивую подложку. Насколько устойчивый бисквит. Вы видите, я его просто беру в руки уже с кремом сверху и переношу на подложку. Он не ломается, не крошится. Я специально не стала этот фрагмент удалять из видео, чтобы вам показать, насколько это пластичный и нежнейший на вкус бисквит. Он просто тает во рту. Моя желейная прослойка, назовем ее так, потому что конфи ее не назовешь, она не на желатине, очень хорошо застыла в морозилке, но не до конца. Я бы вам советовала еще сильнее ее подморозить, чтобы уже свободно ее переносить на торт. Я ее перенесла, видите, так как торт у меня 20 сантиметров, прослойка 18 в диаметре, немножко места по бокам остается.
И я также 5 миллиметров крема буду наносить наверх, ну, может быть 7 миллиметров, там на глазок я так делала. И по бокам вот эту желейную прослойку мою ягодную я также покрою кремом, чтобы ничего у меня именно прослойки не было видно. Все это очень хорошо выравниваю. Торт я буду ставить в холодильник без кольца. Крем очень стабильный. Я подробно рассказывала именно в том видео об этом креме, как он держится, как он окрашивается. Проходите по ссылке и смотрите. Также я накрываю еще одним слоем бисквита. Это именно тот корж, который был дном при выпекании. И также разравниваю уже по нему бока у этого тортика. В кольцо не ставлю и убираю в таком виде часов на 5 в холодильник. Итак, охладился очень хорошо мой торт. Крем схватился очень хорошо. И вот такой шоколадной крошкой по традиции, как всегда, и украшается именно торт Шварцвальд. Именно этот торт я украшаю вот такой шоколадной крошкой. Вы же можете просто нарезать шоколад черный, горький, или же потереть на терке. Здесь у меня насадка 1М, и из кондитерского мешка я буду наносить завитки сверху сразу на корж. Я не покрываю корж кремом. Вообще в изначальной версии, в непостной, конечно же, этот торт полностью покрывается взбитыми сливками. Обязательно будет обычная непостная версия на канале этого торта. Это классика немецкого кондитерского искусства. Шварцвальда Киршторт он называется. Вишневый торт из региона Шварцвальд. Это на юге Германии, где очень много вишни всегда растет, и очень она вкусная. И замороженными вишенками я украшаю каждую розеточку, потому что по сезону сейчас нет свежей вишни. Также в центре торта я отсажу вот такие вот звездочки из этой же насадки М1. И также по традиции, как он и украшается всегда этот торт, заполню это пространство также шоколадной крошкой. Если у вас нет вот такой, у меня она купленная, эта шоколадная крошка, вы можете просто натереть на терке на крупный черный шоколад, либо же порезать его ножом. Все, в принципе, торт мой готов. И сейчас я хочу показать вам, какой шикарный у него разрез. Он очень хорошо нарезается, этот торт. Он не крошится нигде, несмотря на то, что он не содержит в себе абсолютно ни яиц, ни молока, ни жиров животного происхождения. Он вкуснейший, никогда никто не догадается, что он постный, этот торт, но он очень легкий на вкус. Вы посмотрите, какой шикарный у него разрез. Он настолько нежный, настолько легкий, действительно, съедается просто до последнего кусочка. Вес такого торта составил у меня килограмм 900 грамм, 20 сантиметров в диаметре. Вот такой у него разрез с богатым желейным слоем и очень сочным шоколадным бисквитом и очень-очень нежным кремом. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.